Ребята, здравствуйте. Зовут меня Нелли Андреевна. Я сейчас нахожусь на Филиппинах. В этом году я на Филиппинах встретила свой 83-й день рождения. Климат здесь прекрасный. Я стала себя чувствовать моложе, здоровее. Появилось чувство жить, жить и жить. В общем, все прекрасно, все замечательно. Вот ваш сок, Нелли Андреевна, принесли апельсиновый. Спасибо. На самом деле очень приятно беседовать с людьми вот ваших преклонных лет, таких солидных, потому что вы уже прошли такой долгий путь, такую жизнь прожили, и нам все это еще предстоит. И вот интересно, что вы можете сказать в свои 83 года? Сложный этот путь или легкий? Могу что сказать. Все зависит от своего настроя. Если ты не настраиваешься, что тебе 83-й год, а все еще где-то за 20, то все проходит прекрасно и замечательно. Вот. И пусть вас годы не пугают. Все будет зависеть от вашего настроения, от вашего требования к жизни, к ситуации. Ну и в какой-то мере от условий. Но условия мы создаем сами. Поэтому вперед за орденами, все у вас получится. Ну а вот именно сейчас, как вы чувствуете? Вот сейчас, в этом моменте для вас жизнь тягость или все-таки вот радость и вкус к жизни вы все это не растеряли? Мне кажется, что в 80 в человеке происходит какой-то сдвиг, перелом как бы. Дней остается на этой земле все меньше. И поэтому каждый день должен приносить радость и удовлетворение от того, что ты живешь. И у меня действительно каждый день приносит радость, удовлетворение, ну и надежда на будущее. Как я сейчас вижу там старость, будущее, для меня вы вот как пример какой-то, потому что много людей, даже не вашего возраста, а моложе уже, потерял интерес к жизни, просто сидят дома, там, смотрят телевизор, им ничего не хочется, ничего не интересно, может быть, они просто боятся куда-то там вступить. Вот. И то, что вы вот так вот активно проводите время в таком возрасте, это прям вот пример для меня, и я бы хотела так же, наверное, жить в старости. Правильное желание у вас, конечно, очень правильное. Нужно ценить каждый прожитый день. А день прожитый просто дома, телевизор и на диване, это не жизнь, это доживание. Вот. А надо все-таки жить. А для того, чтобы жить, надо мечтать, надо дерзать, несмотря на возраст. Ну вот, я дерзнула и очень довольна. А вот расскажите, пожалуйста, а как это было? Вот вам ваш сын предложил полететь, да, на Филиппины. И вы знали, что вас ждет 3 самолета, еще и поезд из Крыма там, до Москвы. И вот все такая тяжелая дорога. Как вы решились? Быстро, сразу или задумали, раздумывали? Нет, я некоторое время раздумывала и просто, ну, может быть, это уже из области эзотерики, я ждала, пока меня торкнет, лететь или не лететь. Вот. И вот когда я сказала «да, лечу», просто я ощутила, что я смогу перелет пережить. Мне здесь понравится. То есть я вошла в струю эту, и все прекрасно. Я нормально дорогу преодолела, даже несмотря на то, что 9 часов сидели вдалеке, не сидели, это пытались сидеть. Если кто будет лететь, старайтесь избежать этот аэропорт. Там очень некомфортные сидушки. Вот. Не сесть, не встать. Вот. А в остальном все хорошо и замечательно. Прилетели сюда, поселились. Сын нашел очень удобную квартиру прямо на берегу, на первой линии. Где-то метров 10 до моря. Много купалась. Потом, благодаря нашим прекрасным людям, замечательным друзьям нашим, мы смогли посетить много интересных, красивых мест. В общем-то, поездка на Филиппины прошла не зря. Ребят, ну вы не думайте, Нелли Андреевна
не такая прям вот как огурчик, не бегает, не прыгает. У нее тоже есть свои проблемы и со здоровьем, и не так-то все ей просто дается. Нелли Андреевна, расскажите, как вы? Ну что, хожу я с палочкой. Работает одна нога, вторая не очень работает. Но благодаря добрым людям, благодаря друзьям, благодаря заботе сына я живу полноценной жизнью. Несмотря на то, что инфаркт был, инсульт был. Но наши болезни, это те болезни, которые мы держим в голове. Как только на них махнешь рукой и забудешь за них, ну, в меру, конечно, то они все отходят на задний план. Кстати, я здесь себя чувствовать стала значительно бодрее, нежели в Крыму. Как бы открылось второе дыхание. И поэтому я сейчас возвращаюсь в Крым в надежде совершать там трудовые подвиги. Как здорово. А вообще вы соскучились по дому? Хочется вам сегодня лететь? Знаете, ощущение двоякое. И хочется, и жалко расставаться с такой прекрасной страной, погодой. Прожили мы здесь 6 месяцев. За это время подрос мой внук, начал разговаривать. Он семья сложная, составная. Невестка филиппинка, муж мой сын, у нее крымский, россиянин. Вот. Ну что, родина есть родина, я вам скажу. Как некрасиво везде, но родина это родина. Поэтому хорошо погостить даже полгода. Этого вполне достаточно, мне кажется. Потому что после этого уже сильно тянет домой. Да, действительно, мы тоже полгода уже здесь находимся с детьми. И я тоже уже скучаю очень по родине. Все-таки никакая страна не заменит нашу родную. И много чего здесь не хватает. И даже зима, я уже 2 года, мы живем в лете, и очень соскучилась по снегу, по зиме уже, правда, прямо хочется туда. Нелли Андреевна, расскажите поподробнее, какие у вас здесь были приключения, как мы ездили на источники с вами. Приключения были обалденные, сказать. Ездили на источники 260 ступенек вниз, потом горячие источники, где стекает вода с вулкана и с горной речки. Она соединяется, и там источник очень даже красивый. И места обалденно красивые. Вот. Ну ничего, благодаря друзьям и их помощи, палочке, 260 ступенек вниз, 260 потом вверх. Это замечательно. Потом ездили мы, ой, как называется же это время? Лунный сад называется место. Тоже не меньше ступенек, плюс уклон. Это кратер взорвавшихся вулкана. Там внутри этого кратера кафе. Вот. Довольно культурное такое. А вокруг по склонам богатая растительность и живут люди прямо на склоне. Вечером там сверкают огоньки. Вот люди дома. Люди находятся в этих домах. А вспомните, как мы ездили на второй источник в джунглях по ужасной непроходимой дороге? Энтузиазм движет человеком. Поэтому после первого похода я готова была к подвигам. И пошли мы на второй поход в джунгли, тоже на источники. Ну, надо успеть все посмотреть, пока хоть как-то двигаюсь. Это ж так неинтересно. Вот. А вообще, планы грандиозные на будущие походы. Это я собираюсь на будущую зиму улететь в Якутск. Там у меня дочка живет. И сходить с зятем на зимнюю рыбалку с палаткой. Вот это моя мечта на будущее. Нелли Андреевна, а ждет ли вас кто-то в Крыму, в вашем доме? На данный момент не ждет никто. В прошлом году похоронила я мужа, дедушку, с которым мы прожили более 50 лет. 55 лет, если быть точнее.
Вот. Я была связана с семьей, привязана к дому. И еще я не очень понимала, как короток век бывает. Когда я похоронила своего дедушку, я поняла, что нужно ценить каждый прожитый день. Именно это меня и сподвигло на все вот эти подвиги, которые я сейчас здесь осуществляю. То есть и походы к источникам, и поход на гору, где дымится вулкан. Вот, и походы в эти источники, где рыбки плавают там и кусаются. Вот. В общем, все это заставило меня каждый прожитый день ценить. Потому что мы не знаем, сколько их нам отведено. Так что так вот, дорогие товарищи, кто может, дерзайте. Это только продлит вашу жизнь и ваше удовольствие от нее. Неля Андреевна, вы всегда на позитиве. А еще же был дайвинг. Как вы решились? Вы же с маской даже до этого никогда не плавали в жизни. Ну, все должно когда-то первый раз происходить. Вот первый раз в жизни я и поныряла в дайвинг. Ну что, интересно даже, там рыбки такие всякие красивые плавают, разноцветные. Вот в 82 года решила впервые нырнуть с аквалангом. Возможно, даже и вынырну. Если нет, то вытащат все равно. Сколько воды в реке, сколько сокровищ на дне морском, что таится в речном песке. И как добраться одним броском из глубокой норы в теплые струи лесного ручья. Часто думаешь ты, часто думаю я, только рыба знает о жизни все, только рыба знает наверняка. Ага, только рыба знает, но молчит. Только рыба знает о жизни все. Ага. Седой коралловый риф, черный мрак океанских глубин, зеленый морской залив, желтые борта субмарин, как солнце в воде встает, как выглядит полный штиль. Кто-то об этом поет, но только рыба знает, только рыба знает о жизни все, только рыба знает наверняка. Ага, только рыба Ох, и сестра ругалась. Неля Андреевна, а как вы вот оценили вообще Филиппины в плане, в чем разница между Россией и Филиппинами для вас? Плюсы, минусы? Чего здесь не хватало вам все-таки? На Филиппины хорошо просто съездить, посмотреть красоту, побывать в другом климате, в другом менталитете, пообщаться с людьми местными. Кстати, очень приветливые здесь люди. Но лучше, чем родины, просто нет. У нас мы на более высоком уровне развития стоим. И в плане бытовом, и в плане информационном, и в плане чиновничьем. Потому как то, что мы на своих чиновников ругаемся, мы на них молиться должны. Здесь каждая бумажка оформляется год. Так что цените своих чиновников. И вообще, Родина есть Родина.
Нам свойственна смена времен года. Это тоже очень дорого стоит. Ну и потом, Россия есть Россия, она одна. Надо ее любить, ценить и беречь. Спасибо вам, Нелли Андреевна, за время, проведенное с нами. Вы очень вдохновляете на будущее, очень прям заряжаете. Я надеюсь, мы встретимся с вами в Крыму, приедем к вам в гости летом. Очень хотелось бы. Спасибо. А я хочу выразить огромную благодарность моим друзьям, которые дали возможность посмотреть эти красоты, потому что самостоятельно, как бы я ни бодрилась, я везде, где я побывала, самостоятельно, без их помощи я не добралась бы. Вот. Поэтому спасибо им преогромное за помощь в этих походах во всех, за то, что я смогла много повидать. Вот. Ну и что я могу сказать людям моего возраста? Не бойтесь рисковать, и все равно помирать. Так лучше помирать красиво, чем лежа на диване. Не бойтесь рисковать, не бойтесь путешествовать. Это продлевает жизнь и дает вдохновение продолжать эту жизнь. Вот. А там ждет Крым. Я надеюсь, с моими друзьями мы там обязательно встретимся, потому как за ними остается должок. Они должны меня там покатать на параплане. Да, я тоже на это надеюсь. Хорошей вам дороги, хорошо вам долететь легко. Мы желаем. Есть? Рыба знает, как ходит по кругу косяк. Только рыба знает, как уплывает последний корабль. Рыба знает, как после клёва штормит. Рыба — это немного ты, это немного я. Рыба — это просто немного еда. У каждой рыбы есть жар, у каждой рыбы есть жар, у каждой рыбы есть жар, 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 жабры. Жар, жар, жабры. Только рыба знает о жизни все. Только рыба.